Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиан. На последнем своем стриме я выбил обалденный стиль на Луну, поэтому как раз она мне сейчас и пришла, поэтому я буду ее пытаться реализовывать в тройку. У меня есть пару идей даже под ее сборочку. Но конкретно что будет мне выпадать, на самом деле не знаю. То есть у меня есть два билда, даже три билда. Смотрите, это через зверей, это через эльфов. Тут как раз есть темпларка, и в принципе можно будет попробовать реализовать ее через эльфов. Ну, не знаю, получится или нет. Блокировать со старта я не буду, хотя она на самом деле неплохо пришла, то есть две штуки. То есть в идеале в следующем раунде я бы мог ее собрать в двоечку. Ну, нет, не судьба, по всей видимости. Короче, будем реализовывать этот скинчик. Если все получится, то вы увидите, соответственно, этот скинчик на... Сейчас, секунду. Кристалл мана плюс 40 это, конечно, отличный предмет. Но и четырехлистник клевер тоже отличный предмет. И хочется и то, и то. Но я возьму уклонение, потому что, скорее всего, у меня получится сыграть через эльфов. Хотя я не уверен, если честно. Тут мне фура пришел, но я его буду скипать. Я больше отдаю предпочтение Эгиде. Эгида довольно-таки сильная. Так вот. Там, боже, там чел уже 2 луны купил. А можно? Ну, я хочу ее собрать. Я выбил стильчик на нее. Ну, давай там, ну, там, донаты, все такое. Ну вот, давай, повлияй на мой рандом сегодняшний. Ну, 2 эльфа, окей, я уже это приму, как бы. Так вот, этот стильчик, скорее всего, вы увидите тогда, когда я ее соберу в тройку. Ну, естественно, если соберу. Мне не... Не, ну клевер я оставлю. У меня, в принципе, есть идея под этот клевер. Если я буду играть через эльфов, то у меня, в принципе, будут охотники. Благо ему хотя бы сейчас двойку луна не упала. Луну в этом патче, если что, подрезали. Теперь на первом уровне у нее 3 отскока, на втором 5 и, соответственно, на третьем 7 отскоков. А в предыдущем же патче это было, по-моему, 5, 7 и 9 отскоков. Вроде бы так. Если я не ошибаюсь, то, соответственно, ну, если я ошибаюсь, конечно, в комментариях поправите меня. Но, по-моему, нет, это не так. Так вот, в троечку соберу, увидите стильчик. Не соберу, ну, значит, не увидите. Какие билды я хочу под нее собрать, я уже, в принципе, озвучил, но повторюсь. Вдруг кто там прослушал. Это эльфы, это звери и гритеры. Ух ты, масочка. Не, ну походу у меня получится все-таки реализовать ее. Только вот чел уже Мирану себе в двойку нашел. Я тоже хочу. И нежить собирается. И охотники уже собрались. Ну ладно, походу донат не работает на мое везение. Чел даже проиграл третий раунд мобам. Но скорее всего он забыл выставиться, поэтому, ну ладно. Либо же он вообще вылетел по той лишь причине, что у меня очень долго искало катку. Точнее как, оно ее нашло, и оно грузилось очень долго. Ну, короче, посмотрим, посмотрим. Но хотелось бы все-таки показать вам этот стиль. Думаю, у меня получится. Я надеюсь на это. Эх, если бы донат влиял на эту игру, конкретно на рандом. Вот, допустим, я выбил стильчик на луну. Вот бы было бы в идеале, если бы мне сейчас этот стильчик помог выбить луну в троечку раннюю, так к раунду 15-му. Боже, это было бы очень сильно. Это бы было просто шедеврально. Но, зная свою удачу... Фух. Мне только что на мгновение показалось, что я сейчас откисну. Возьму 5-й уровень, может... Ух ты, и Омник, и Мирана. Не, но усиление добротное. Я не скажу, что это очень плохое усиление. На самом деле это довольно-таки хорошее усиление. Кстати, я чуть... Ну ты эльфов собираешь. Ты, может, еще луну сейчас двойку найдешь, а? Алло. Рандом. Луну в двойку хочу. Хочу луну в двойку. Вот прямо сейчас, следующий раунд. Луну в двойку. Нет? Ну, будем разговаривать с тобой, значит, поиначе. Так вот, чуть не сбился с мысли. И максимально сосредоточенно сейчас говорю. Сегодня, в день выхода ролика, в 6 часов вечера, по киевскому времени, я буду запускать стрим. Но, одно условие. Стрим будет вывесен заранее. То есть, будет как бы... Как это? Запланированный стрим в 6 часов вечера. И... Боже, и звери идут, и боги. Но я возьму волшебника. Стрим будет запланирован. Он будет на 6 часов вечера по киевскому времени. И есть одно условие. Заранее накидываем туда лайки. Если там соберется 50 лайков, я, соответственно, буду запускать стрим с подписчиками. Если же нет, то посмотрим по количеству народу и количеству желающих на самом стриме. Потому что я обещал на предыдущих стримах, но я хочу, соответственно, вознаграждение в виде лайков. Поэтому, ребят, с вас лайки под запланированный стрим, с меня контент.
и лобби с подписчиками. Будем потеть, развлекаться, комментировать, если даже я вылечу там чуть ли не самый первый. Вот. Условия объявлены. В принципе, все. В Телеграме я напишу. Если кто на Телеграм не подписан, он закреплен в комментариях. Там я пишу по стримам, по роликам. Вдруг какие-то там изменятся планы, либо то что-то еще. То есть что-то такое по задержкам ролика. Короче, я думаю, вы этот момент поняли. Я не буду даже размусоливать это. Телега закреплена в комментариях. Все. Подписываемся, не стесняемся. Чат комьюнити там присутствует. Там мы все общаемся, все такое. Я, наверное, выставлю 4 рыцарей со старта. Или уровень. Ну, я уровень возьму и выставлю 4 рыцарей. На самом деле, этот кливер мне вообще сейчас никуда не вписывается объективно. Знаете что? Знаете что? Я немножко один момент упустил. Зря я сейчас брал уровень. И зря я вообще 6 брал. Мне нужно было по максимуму сейчас выходить в инкам и, скорее всего, сыграть через лустрик. Попробовать собрать луну в тройку. Ну да. Короче, если бы сейчас не поднимал уровень, а взял бы максимально быстро цель в инкам выйти, то есть 50 монет, то было бы следующее. Я бы вышел 50 монет, я бы начал ролить просто специально луну в тройку, и потом уже я выставлял бы уровень, там выставлял волшебников, то есть вот эту вот всю тему делал. С волшебниками я бы поставил себе сразу 9 эльфов через луну тройку. Я думаю, это довольно-таки сильно. Боже, Алхим пришел на 7-м раунде, когда это было? Вы прикиньте, Алхим пришел на 7-м раунде. Когда это было? Я давно не помню такого момента, чтобы мне Алхим пришел на 7-м раунде. Я вообще не помню этого момента. Кстати, если что, запись ролика сегодняшнего будет немножечко с ASMR-контентом, потому что поздно записываю слишком. Не могу там выдать эмоции на 110% и орать в ролик. Ну, надеюсь, как бы это не помешает качеству контента и все такое. Но, как по мне, немножечко все-таки мешает, когда я снимаю слишком поздно и выходит ролик такой валидольный, спокойный. Вот такой какой-то. Но, в принципе, это мой вопрос к вам. Как вам, в принципе, такой ролик? Насколько он хуже, либо лучше? То есть, короче, вот вам вопрос. Как вам в целом ролик? Все такое. Естественно, в конце даже дадите свой ответ. Только не забудьте. Я вас поставил на счетчик по поводу этого вопроса. Просто смотрите, не затягивайте с ответом. На самом деле, играть через 4 рыцаря со старта как-то, ну, как мы видим, не очень. Может быть, из-за того, что мне... О, 5-й рыцарь. Обалдеть. И эльфы пришли. Может быть, вместо Луны поставить сейчас Легионку? Как же мне хочется попробовать записать контент на Легионке. Вот очень сильно хочется записать контент на Легионке. Я давно не записывал Легионку через рыцарей троллей, через вот это вот все. Просто очень давно не записывал. Надо, наверное, стоит все-таки снова взять и попробовать записать контент через Легионку. Там, где я набивал очень много урона ей. Просто в текущей мете и с текущими рыцарями этого патча, ну как этого патча, уже давненького патча, очень тяжело играть на рыцарях. Но они как-то... Честно, я считаю, рыцари стали намного слабее, чем были 2 сезона назад. Вот как-то рыцари они немножко убили, если честно. Но это лично, наверное, мое мнение. Что думаете вы, соответственно, тоже пишем в комментариях. Что вы думаете по поводу... Ну все, маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Будем играть через Гриттера. Как раз Гриттер это максимально универсальный персонаж. Да, я, наверное, сейчас всех продам абсолютно. Просто абсолютно. Выйду в деньги, выставлю сейчас Гриттеров. Хотя нет, наверное, я пока Гриттеров не буду выставлять. Пусть лучше у меня будет 13 монет, а на следующем раунде я всех распродам. Выставлю стол Гриттеров и уже буду играть конкретно через Гриттеров. Гриттеры, в принципе, это максимально универсальная синергия, которую я просто обожаю. Она максимально сбалансирована. Она не имбалансная, она просто удобная, шикарная. И тут главное подбор фигур. Подбор фигур, предметы и все. Контрить конкретно гриттеров тоже довольно-таки легко. Просто собираете 9 воинов на лицо этому гриттеру и все. Проблемы решены. Если кто-то думает, что гриттеры это слишком имбалансная синергия, то нет, ребята. Нет. Ух ты. А что сегодня за день? Я сейчас не понимаю. Ой, молнии выпали. Ну, молнии я беру. Мне не понадобится по-любому под синергию гриттеров.
Ой, там уже 6 эльфов и 6. Ой, короче, как тяжело там все выглядит. Я прям смотрю, у меня слезы немножко наворачиваются на глазах. Но я возьму рыжего лиса, наверное. Сейчас рыцарей своих распродам. Или не распродавать. Ладно. Ладно. Уговорили. Гритеры. Прямо сейчас. Я думаю, гритеры сейчас будет не ошибкой. Именно конкретно сейчас, имею в виду. Не когда-то, а потом, а именно сейчас выставить гритеров. Это не ошибка. Хотя на самом деле лучше бы я намного раньше понял по тому, что я буду играть через гритеров. А знаете почему? Если бы я понял намного это раньше, то бы, соответственно, я мог покупать героев под гритеров. А так я просто очень много... Опять это просто у меня заело в голове. Боже, как я хочу избавиться от этого слова паразит. Ребят, кто знает, как избавиться от этого слова паразита? Просто... Что там еще? Что там еще есть такие вот слова паразиты? Я вот хочу от них избавиться максимально. Они меня бесят, нереально бесят. Я, кстати, Разора поставлю, потому что Разор очень хорошо чистит там всякие спамы и тому подобное. То есть Разор хорошо чистит стол. Ну, ну, как мне хочется взять вот этого человека на ТОС СП и задушить немножечко. Просто взять и... Ну просто... Вот опять это просто. Ёлки-моталки, как оно меня бесит, это просто. Короче, ребята, вопрос к вам. Как избавиться от этого слова паразита? Оно мне надоело, я хочу убрать из своего лексикона. Хочу просто... Опять просто. Короче, как избавиться от этого слова паразита, в комментариях напишите мне. А так, опять хотел только что сказать просто. Я только планирую на гритерах сыграть. Какой-то гритер выкатится. Только планирую на эльфа сыграть. Какой-то эльф выкатится. Только захочу на воинах сыграть. Какой-то воин выкатится. Бесит. Не знаю, это либо мне так не везет. Но он сейчас ко мне еще и придет, да? Просто выкатится мне на лицо. Сейчас выкатится на лицо, продолжит свой винстрик, начнет ролиться, начнет в инкаме сидеть хорошим. По-любому, да? Ну давайте, смотри. Кто тут Ванга? Я тут Ванга. Все, ребят. Кому там погадать на кофейной гуще? Пишем в комменты. Но у него очень сильный стол. Я бы его никак не смог здесь задушить, от слова совсем. ДК приходит. А что это сегодня за такой, не знаю, шведский стол, что ли? Мне пришел ранний Алхим, мне пришел ранний Рыжлис, мне пришел ранний ДК. В обычных играх мне вот эти вот ребята не приходят от слова совсем. Он играет на гритерах сейчас. В общем, он своих гритеров продаст и сделает зверей. Очень противный билд. Еще 2 мертвеца выкатилось, 1 эльф. Ну там маг непонятно. Там что-то маг, не маг, короче, какой-то такой странный парень немножечко. Ну, смотрите, ребят, сейчас у меня 6 уровень. Фулл жрецов поставил. Не, ну это как бы хорошая, гениальная идея, особенно когда против тебя 2 гритера. Ну вот такой вот жирнющий лайк ставим этому пареньку. Ну ладно. Не, ну в принципе, если ты играешь через устрик, если ты собираешь баночки и поставишь фулл жрецов, это не ошибка. Но что думаете вы? Тоже пишем в комменты. Опять Алхим пришел. Я... Я в жестком замешательстве. А как так? Реально, как так? Мне обычно так не приходит. Я в шоке небольшом. Надо сейчас как-то правильную расстановку сделать. И 2 егид я, наверное, все-таки скипну. Мне кажется, 2 разора будет намного эффективнее. Потому что тут, во-первых, куча фигур таких. Короче, я думаю, сейчас на этих мобов лучше всего это поставить все-таки 2 разоров. 2 разоров и 1 жреца. Если бы я их не поставил, то, скорее всего, бы я не смог бы затащить этих мобов. Плюс я расстановочку сейчас хорошую сделал. Сейчас хрона вот поставится на всех. То есть, мне кажется, так лучше намного. Ну, сейчас и посмотрим, конечно. Но мне кажется, так намного. Ну да, смотрите просто. Разор, 2 разора нанесло 2500 урона.
Импакт? Импакт есть, естественно. Ну, как, куда ж без него. У меня сейчас 33% шанс на обычную фигуру. Мне вот интересно, до 7 уровня мне хотя бы Луна в двойку придет? Пока что-то как-то она не хочет идти. О, наныл. И гидка пришла, отлично. Так, вот так вот сделаем, вот так вот сделаем. Я, наверное, все-таки двух разоров оставлю, а мне больше некого особо ставить, если быть объективным. Мирану, может, буду собирать. Мартретка. Безумная маска, молот. Но на самом деле мне надо рандомить шмотку, потому что... Сейчас мне отличный предмет упал. Против меня как раз эльфы. А вот это вот мини-МКБ, оно мне гениально заходит. Вот честное слово. Просто против эльфов. Опять это просто. Да запомни ты язык, пожалуйста. Не говори это слово. У меня просто это уже... Так. Интересно, найдется ли у нас в сообществе человек, который сможет просчитать, сколько раз я сказал слово «просто» за текущий ролик? А? Если найдется, и он напишет это в комментариях, я буду дико смеяться с того, сколько раз я это сказал слово. Причем сам я забуду. В самом деле, мне сейчас не хватает Луны в двоечку. Ну, желательно в тройку. Я очень сильно надеюсь, что до 7 уровня она придет в троечку. Ну ладно, в двоечку. Ну, в двоечку. Я бы уже алхимика себе собрал в двойку. Если бы я покупал алхимика, я бы реально собрал его в двойку. Но по закону подлости я бы его не собрал в двойку. Просто по закону... По закону подлости я бы не собрал его в двойку. Потому что это мое такое везение. Оно бы не пришло мне в двойку, и все. Ну вот, как же тяжело против нежити играть. Слишком мало хп, и эгида теряет свою силу, когда против тебя есть нежить. Потому что эгида, она режет... Она работает от своего хп и от хп противника. То есть она... О, отлично. Так, первое улучшение есть. О, отлично. О, ну... Кстати, я возьму, наверное, все-таки Лину вместо Мирана. Мирана это, конечно, круто, Мирана это, конечно, замечательно, но я как-то более верю в Лину, чем в Мирану. Хотя Мирана тоже неплохой персонаж. Я бы ее оставил, но как-то не хочется. Кстати, Атос перестроился в зверей, как я сказал. Против него будет очень душно играть. Посмотрите, какие у него там звери. У него уже куча двоек. Если Луна мне в тройку ранее не придет, это будет фатальная ошибка. Может, Мирану уже продать? Поставить эгиду? Давайте попробуем, почему. Ну, грех не протестировать. Какая разница? Бэм. Не, ну 3 эгида неплохо так закидывает. Правда, без толку немножечко. Потому что это нежить. Как же у меня все плохо. Так, челик вылетел. Рок войны. В принципе, ок. Но не под мою сборочку. Мирана идет. Яичко. Ничего себе. Вау. А вот это сильно. 2 эгиды в двойку. Лина в двойку. Мирану мы, наверное, все-таки скипаем. Она мне не нужна. Яйцо скипать не будем. Ну, гоблин-убийца. Я могу его просто не реализовать. Кстати, 4-листный клевер под гритеров тоже хорошо стакается, потому что он увеличивает шанс срабатывания тюрьмы на 5%. Вроде бы как бы слезы, но все равно каждая 4-я птичка, по идее, должна станет. Конечно, играть через Луну на гритерах я как-то пробовал, и мне не очень понравилось. Может, в этот раз мне все-таки повезет? Хотя против меня уже 2 нежити, 1 зверь и куча эльфов. Ну, как назло. Как же мне хорошо, что сейчас приходит Эхида. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, денежки инками по-любому. Обузим денежки. Гритер в двоечку пришел, хорошо. Попробуем монетку заобузить. Или не пробовать монетку заобузить, может ее скипнуть и все.
А, ну сейчас мобы, кстати. Ну ладно, я в любом случае уже продал, поэтому все равно. В общем, против меня 2 эльфа, против меня 2 нежити и один зверь-суммонер, у которого уже почти фуловые звери и довольно-таки сильный стол. У него 1 тройка, это тренд. Самый опасный челик сейчас на данном этапе это тренд. Я его не буду пробивать ничем. У меня нету просто чем пробивать его. Вообще нечем пробивать. Не, ну если выпадет мне взгляд Азеса, то уже будет чем пробивать. Хотя на самом деле со старта мне не нужен взгляд Азеса. Или нужен. У меня на белую фигуру сейчас шанс 33%. Может, я все-таки поздно роляю? Надо было на 5-м ролить, но я бы не смог никак заролить на 5-м уровне. Ну что, мне рандом подвезет сегодня? Давай. Луна. Ну, 20-й раунд, можно Луну уже. Ну, Луна. Ну, конечно. Не, ну, и гида это уже отлично. Три классных предмета. Но нет, я скипаю. О, а вот это уже заявочка. Колечко тоже, кстати, заявочка. Отличное колечко, мне подходит, потому что Гриттер будет прыгать почти с фуловой маной сразу. И поставить свою хрону. Короче, когда у Гриттера максимально много маны, намного больше шанса поставить фуловую хрону. Боже, какой там зверь против меня. Чувствую, моя опа будет кипеть. Там еще 9 мертвецов выстроились. И 9... 9 эльфов. Это будет очень тяжелая игра. Для меня так точно, потому что я решил сыграть через Луну, а против меня 2 нежити, 2 эльфа и 1 зверь через суммоны. Ох, как это будет весело. Я уже прям чувствую на 110%, насколько это будет жестко. Я, кстати, сейчас всех в угол скинул по той лишь причине, что у меня есть 2 эгиды и 1 эгида маленькая. Ну, в принципе, ну вот сейчас против меня 9 нежити. 9 нежити. Задушу ли? Не задушу. Не получится. Слишком жесткие суммоны у моей луны, извините, там сколько хп 500. Он минус 11 мне выкатил. Дам. Лундрид даже пришел. Ребята, напишите мне в комментариях, на каком раунде я сделаю себе луну в тройку. Вот на каком. На гиду я уже сделал. Отлично, мне нравится. Я буду пробовать сейчас луну искать. Без луны тройки мне будут проблемы. Мне бы яичко упало. Так, разор в двойку тоже отлично. О, яичко. Так, теперь мне нужна 1 луна. Придет 1 луна. Яичко. Так, это блокируем. Будем апать через яйцо. Если бы я сейчас, скажем, ну, короче, если бы я сейчас немножко дольше подождал с этим, там 2 огромных типа. 1 9 нежити, 2 эльфа и зверь, который, извините меня, у меня сколько там хп осталось? 54? Так вот, он мне эти 54 хп снесет за 3 секунды. Как же хорошо, что я играю еще и на гридерах. Против меня вот этот жрец вообще, я его не ощущаю. Мне бы еще Дискорд упал на эгиду, было бы просто, ну, песня. Сейчас через яйцо буду апать луну, но... Мне там в комментариях говорили, насколько мне везет, и попробовать что-то такое экстраординарное. Обалдеть. Экстраординарное. Экстраординарное. Попробовать что-то экстраординарное. Короче, вы поняли. Что-то необычное. Давайте по-простому. Меня просили записать что-то необычное. Так вот, ребят. Смотрите, насколько мне везет, чтобы собрать луну, которую сейчас, ну, почти никто не собирает, кроме эльфов, в тройку. И вспомните, сколько раз я рольнул на 6-м уровне, при том, что я сейчас все деньги сролил, и если бы не 2 яйца, я бы ее и не нашел в тройку. Вот. Оцените абсурдность ситуации. Вот, кстати, стиль луны в троечку, как вам? Оцените. Сундучка выбил на стриме последнем. Я хотел, конечно, другой немножечко скинчик, но выпал этот скинчик, поэтому мне, в принципе, нравится. Как там говорят, дареному коню в зубы не смотрят? Ну, вот. Не смотрю. Поставлю, наверное, мою эрту, хотя на самом деле можно мою эрту и не ставить. Уже 2 нежити, 9 штук.
Благо, еще один эльф не нарисовался в 9. Хотя, я думаю, скоро нарисуется. В общем, что я думаю по ситуации? Ситуация полная Ж. Трудно. Ну, вот, кстати, в комментариях оцените вот этот скинчик на Луну. Что думаете по этому скинчику? А через кого он там играет на 6 эльфах? Что-то не могу понять. Ни шмоток никого нету. В принципе... Да не, я, наверное, этого зверя не затащу. Это будет полный абсурд, если я этого зверя затащу. Максимальный абсурд, я бы сказал. Слишком огромный зверь. Слишком рано он такой столешник себе собрал. Слишком рано. Я удивлюсь, если ему еще... А, он уже Некромикон наролил. Он, конечно, в Трента закинул Некромикон, но насколько это жестко. Я его затащил. Я его Я его затащил. Деньги сюда, на базу. Возьму кунку. Кунка это все-таки контроль. Почему нет? Кстати, сейчас мобы. Кунка это контроль. А извините меня, мне нужно как можно больше этого контроля. Чем больше будет контроля, тем будет лучше. Мне бы сейчас еще Луна пришла. Ой, Луна. Мне бы сейчас Лина пришла в тройку. Ну вот просто посмотрите на моих противников. 4 противных билда. Ладно. 2 мертвеца и 1 зверь. Это самые противные билды. Ну, и я, естественно, по закону подлости играю на гритерах, и против меня собрали 2 эльфов. Ну, как бы... Шанс... Давайте так. Оцените сейчас в комментариях. Вот на текущий момент, вот сейчас на 25 уровне я говорю вам. На каком уровне? На 25 раунде я говорю вам. Оцените шанс моей победы на текущую минуту. Вот прямо сейчас поставьте видос на паузу и просто оцените. Жду вашу оценочку в комментариях. Мне очень интересно посмотреть на это. Какой процент победы вы мне дадите? Я ставлю процент победы, вот лично мое мнение, 25%, что я каким-то образом выиграю. Только если мне овер сильно сейчас повезет на фигуры и овер сильно мне повезет на предметы. В таком случае я выиграю. Вот мне бы сейчас Лину в троечку. И Кунку в тройку заодно. Было бы идеально. Ну, и Муэрту в троечку. Ну, и губозакаточную машину в тройку. Раз я уже так распоясался, то, соответственно, губозакаточную машину тоже мне в тройку надо. Было бы прикольно Разора в тройку собрать. Я, кстати, думаю, что... А может, мне кажется... Не, я Разора скип... Оу, ма! О-хо-хо! Продать кунку или не продать? Ух ты, еще не... Ой, еще и безоружие, благодать России. Но это мне все не надо, поэтому я скипаю. Магов здесь нет. Зачем мне этот предмет? Неизвестно. Поэтому мы его будем скипать. И буду вот эти вот... Колечко скипну. Я беру Кирасу. Я сейчас объясню, почему я взял Кирасу только после раунда. Я хочу посмотреть на результат. 9 нежити. Так, ну... Ну, Разор, кстати, 3 куска нанес. Посмотрите на этот абсурд. Я каким-то чудом вынес 9 нежити. Каким чудом я это сделал? Я не понимаю. Что это за абсурд? Что это за абсурд? Ну, Лина в тройку, конечно, мне... Ой, я сейчас знаю, что будет. Сейчас придет ко мне зверь, насумонит вот такую толпу народа и выкатится мне на лицо. Короче, почему я взял Кирасу? В данном случае Кираса это не ошибка, потому что против меня много физического урона. Против меня есть суммонер, а Кираса, ну, не идеально дефает, но хорошо дефает суммонеров. Она дает вам право пережить тот урон, который дают звери. В особенности дает право на то, на вот это вот снижение зверей. Мало ли того, что там бафается урон, так еще и снижение защиты по броне. Плюс
я дебафаю ему броню. А извините меня, у Луны не так много урона. И работает он, видите, в каком радиусе? И снижает на целых 10 единиц броню. Это много. Противник этого явно не ожидает. Плюс я буду дефать себя от мертвецов. Как мы помним, у мертвецов очень сильные криты у этих суммонов. Поэтому там прям может прилетать настолько сильно, что будешь сидеть и обливаться холодным потом, когда тебя будут бить ногами. Ну вот сейчас посмотрим. Ну вот, смотрите. Видите, если бы у меня сейчас не было Кираса, но у меня, кстати, есть темпларка с чистым уроном, и это огромная проблема для меня, если я не... Как? Как? Так я могу попробовать посидеть в инкаме. Я там возьму себе 8 уровень, либо же буду... О, -1. Кто вылетел? Намек. А на чем намек играл? Чтоб я так помнил. Короче, Кирасу не всегда скипайте против зверей. Если у вашего противника много физического урона, я рекомендую Кирасу оставить. Тем не менее, она бафает, точнее дебафает вашего противника. А это, извините, многого стоит. Так как она дебафает вашего противника на минус 10 брони, то у всех ваших, ну вот видите, там у Трента 5 брони, ну короче, у многих фигур будут в минус броня улетать. Это, извините меня, это баф к урону, причем не чуть-чуть. Жалко, конечно, что... Хотя нет, если бы дезолятор и первого тира на уменьшение брони работало на все отскоки Луны, это было бы слишком сильно. Поэтому Кираса это отличный вариант. Мне бы вот на самом деле сейчас бы МКБ, Мьёльнир, криты, маску 5 тира. Ну и бессмертие так, чтобы, ну вот, 100%. Ну вот. Вот, смотрите. Как? Да как? Если я вынесу одну нежить, проблем станет намного меньше. Палка пришла. Я, наверное, клевер дам линии. Чем больше тычек нанесет сейчас Луна, тем лучше будет для меня. Тем больше будет вот этих вот отскоков, тем больше урона я буду наносить. Это отлично. Мне очень повезло то, что мне пришла маска 2 тира на отхил. Вот очень повезло. Я в целом смотрю на этот абсурд. Я даже заговариваюсь. Я смотрю на этот абсурд. Я не понимаю, что происходит. Вы посмотрите, стол зверя. Он сейчас в топ-3. У него суммоны, посмотрите, у него рефрешер, некромикон, рок войны. Ну, вы просто представляете всю абсурдность ситуации. Вот сейчас он ко мне снова пришел. В самом деле, если бы не Хрона, скорее всего, бы я бы не смог его так выносить. Все благодаря Хроне. Давай, давай тычку. Бей, бей. Не сумонь, не сумонь, не сумонь, не-не-не-не-не-не. Как? Как это? Что? Что сейчас происходит? Что сейчас происходит? Я не понимаю. И дискорд упал. Отлично. И броня плюс 6. Пойдет. Я и так всех бафаю плюс 10 брони. И дебафаю на минус 10 брони. Бафаю своих плюс 10, а противника на минус 10. В идеале, чтобы мне сейчас еще манта пришла. Если манта приходит, это волшебное зеркало, вдруг кто не знает, то я закидываю в Луну, становится вот этих лун 3 штуки, и они все будут накидывать свои отскоки. Вот эти вот отскоки будут лететь. Правда, без шмота, но все равно, извините меня, когда будет куча отскоков, это будет очень много урона. Плюсы у Луны, конечно, есть. Вот только если такую Луну собирать не на 20 каком-то там раунде. Я вот потерялся немножко, но напишите в комментариях, кто помнит, на каком раунде я собрал сейчас Луну в тройку. И то, с какими потугами ее я собрал. Спасибо, что мне 2 яйца упало. Спасибо. Хорошая шмотка. Хорошая шмотка. Вот это указание шторма я не буду скипать. Не буду скипать по той лишь причине, что когда будет появляться против меня что нежить,
Так, отлично. Это усиление мне нравится. Но на самом деле я бы хотел, чтобы мне гритер пришел в тройку. Либо же два гритера в двойку. Но лучше один гритер в тройку и один гритер в двойку. Так вот, указание шторма я не скипаю по той лишь причине, что у меня сразу у гритера будет со старта 40 маны. Плюс будет в область накидываться Silence. Тем самым звери не смогут суммонить. Нежить не сможет кастовать свои способности. Плюсы, ну целых два плюса. То есть это Silence по области плюс мана. Боже, ну какой-то... Еще один рефрешер чилу упал, серьезно? Если ты выбьешь еще Некромикон один и еще один Рок Войны, я просто... Я в шоке буду. Он еще 3 раза каким-то образом проиграл. Кому он проиграл? 3 раза мне проиграл? Он нежить эту должен просто сейчас испепелять. Боже, как я нежить? Ну вот, то, что я говорил. Я закинул Сайленс по области. Чел не смог ничего закастовать. Это первый момент. Второй момент. Я ему сразу на лицо выкатил крону. Сильно? Я считаю, очень. Возьму инчу. Деньги получу. Так, Атос. Ну вот, Атос минус 26 дал только что понежить, а я минус 16. Ну, там Атос очень сильный. Если бы сейчас не указание шторма, и если бы сейчас не Хрона, я бы, скорее всего, так не смог сделать. Очень сильный. Очень сильный зверь. У меня аж котейка упала с кресла. Вот, видели? Silence, сверху Хрона, и чел просто ничего не может сделать. Обалдеть. Вот если бы такая договорился. Или нет? Боже, какой абсурд! Как я его выношу? Каким образом? Там огромнейший чел, огромнейший. Ну, сейчас разора, если бы в троечку собрать. Ну да, для меня это много. Ты что? У тебя и так Лина в тройку, у тебя и так Луна в тройку, у тебя и так Эгида в тройку. Хватит. На самом деле мне нужно хотя бы 2 гритера в двойку. Тогда игра немножко будет другой. Ну, боже, какой-то абсурд. Я думаю, чел, который играет сейчас на зрях, он думает такой, да как, что происходит, как так, у меня имба собрана, как играть? Как играть? Как играть против такого? Почему он меня выносит? Я хотел изичную каточку. Челы, которые на нежити играют, я думаю, там вообще сидят такие, что? Чел с луной в тройку через гритеров меня выносит? Так я ж играю на имбе, как такое произойти может, а? Добазарился, да? Добазарился. Добазарился. На 4 хп он мне... Я еще раз вынес того зверя. Но это все из-за того, что Мэрта уходит в астрал, и я ей ничего не могу сделать тем самым. Было бы у меня, наверное, не знаю, Хекс какой-то, я бы ее в Хекс отправил, либо Сайленс, то она бы так не смогла сделать. Но из-за того, что она улетает в астрал... Кстати, там уклонения сейчас нет, можно попробовать найти какую-то шмотку. Мьёльнир хотя бы, давай. Пробуем, не пробуем, рискую, нет. И Хекс, и Мьёльнир, но на самом деле я возьму Мьёльнир. Почему я возьму Мьёльнир? Сейчас объясню. Мьёльнир я взял по той лишь причине, что против меня есть еще и Муэрта, и против меня очень много суммонов. А молнии будут срабатывать по всем суммонам, по всей нежити. То есть молнии хорошее решение. И вот как видите, Кирас это не бесполезное решение было все-таки. И, кстати, посмотрите, Кунка сейчас накинет свой стан. Боже, как... Я в шоке. Честно, я сижу просто в тотальном шоке. О, еще... О, не, ну... ну еще мобы есть, окей. Сейчас бы МКБ мне упало. Вот мне не хватает до конечного своего билда несколько предметов. Мьёльнир есть. И что у меня еще есть? Кираса есть. Мьёльнир есть, Кираса есть. Против зверей, в принципе, норм. Мне не хватает критов. Маски 5-го тира. Ну и что еще? Там у него уже 2 СВ на 2 МК. Жестко. Мы с ним сейчас будем биться до крови. Либо это будет последний раунд, либо же что-то произойдет, и меня будет выносить на изи.
Так, ну котейка, ну не мешай, а. Ляжь и лежи. У меня котейка на ноги запрыгнула и сейчас пытается мне под руку залезть. Мешать мне играть. Мешать мне тащить. МКБ. Нет, мне эти все предметы не нужны. Кстати, довольно-таки хороший предмет. И взгляд Азеса я тоже, кстати, скипать не буду. Я сейчас, наверное, полностью сролюсь. Да, я полностью сролюсь все-таки. Но уже конечная игра. Мне нужен разор в двойку. В тройку. Отлично, есть разор. Еще разор. А мне день... Ну вот мой рандом, ребята. Разора в тройку я не нашел. Даже Гриттера не нашел в тройку. На самом деле, Гриттер в тройку бы довольно-таки мог неплохо мне помочь. У него уже Свен в двойку. У него Праймал в двойку, Свен в двойку. Я, кстати, сейчас местами Эгиду поменяю с Разора, потому что там Хан, видите? И когда Эгиду я сейчас так поставлю, намного больше площадь будет, по которой я буду бить. У него МК в двойку. Боже, вы посмотрите, что происходит. Я думаю, чел сейчас полностью... Я его вынес. Абсурд. Это абсурд. У меня нет слов. У меня нет слов. Как это произошло? Каким образом это произошло? Просто посмотрите на эту внешку. Это моя первая игра через Луну. И настолько я сейчас испытал восторг. Вот эту внешку я выбил. Давайте вот посмотрим. У меня Лина такая, Луна такая, Эгида с такими шмотками. И просто посмотрим его противника. Рефрешер Некромикон. Рефрешер Некромикон Рок. Некромикон. Ну, Свен такой себе, но... Это жестко. У меня... Ну, я в шоке. У меня тут нечего добавить. У меня был процент на победу 20-25. Ну... У меня нечего добавить. Просто нечего добавить. Получается, реализовал скинчик. Не зря все-таки его выбил. Первая игра на Луне. Ну, не первый раз, конечно, керрю ее в этом сезоне, но давайте так скажу. Первый раз с таким скинчиком я ее керрю, и первый раз я ее собрал. Ну, конечно, поздно я ее собрал в тройку. Ну, короче, ребята. Несколько вопросов. Как избавиться от слов-паразитов? Это раз. Второе. Что думаете по поводу этой катки? Что думаете в целом о Луне? И что думаете о произошедшем в текущем ролике? Это 3, по-моему, да? Вот. Следующее. Не забываем. Стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Заранее видос уже будет запланированного стрима, поэтому туда накидываем лайкусы. Соберется 50 лайков. Запускаем стрим с подписчиками. Создаем лобби, пароль. Заходим на стримчик. Ловим пароль. Ловим номер лобби. И катаем. Катаем. Друг против друга. Будете меня пинать. Собираете все против меня. Ну, либо же подсластите мне немножечко. В принципе, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравился, соответственно, ролик, не забудьте оставить свой лайк, коммент, а также подписаться на мои каналы. На ютубе цель 5000 подписчиков, в телеграме 1000. Там у нас еще чат комьюнити. Закреплен в комментариях. Всем удачи.